Она легенда 90-х. Красавица. Женщина, которая не боится стареть. Деми Мур выглядит потрясающе в свои 60+. Но как? Знаете ли вы, что она никогда не делала круговую подтяжку лица? И что ее губы натуральные? Да, я тоже видела эту фотографию. Но это не последствия операции, а видение автора этого прекрасного грима. В ноябре Деми Мур исполняется 62 года. В этом возрасте она, понятное дело, не выглядит так, как в свои 22, но и точно выглядит не так, как любая среднестатистическая женщина в этом возрасте. Согласитесь. Только в сказках можно ничего не делать и выглядеть как Деми Мур. А в жизни, чтобы выглядеть так, нужно проделать большую работу. И это настоящая инвестиция в себя. Что же делает Деми Мур, чтобы выглядеть классно? Меня зовут Юлия Щербатова. Я кандидат медицинских наук, дерматолог, косметолог и главный врач клиники. В этом ролике обсудим, как Деми Мур смогла к 62 годам сохранить свой привлекательный и здоровый внешний вид. Итак, первое. Ринопластика. Мы все знаем, что Деми Мур сделала ее в самом начале своей карьеры. Я считаю, что и правильно, что сделала. Почему? Потому что носик Деми Мур, который от природы какой-то совершенно чудесный, стал еще изящнее. Да, есть такой раздел, скажем, ринопластик, который придает лицу изящество. То есть на самом деле она не изменила свой нос радикально так, чтобы он был там из большого какого-то мясистого носа каким-то маленьким вздернутым. Нет, это очень изящная работа хирурга, которая только украсила лицо этой прекрасной женщины. Поэтому поддерживаю. Почему нос так влияет на восприятие лица человека в целом? Мы же с вами знаем, что воспринимается лицо человека по каким-то ярким акцентам. Это глаза, это нос, самые выступающие части, те, с которыми мы разговариваем, поэтому мы всегда смотрим человеку, например, в глаза, на нос и в рот. Да, есть даже такие исследования, которые следят за движением зрачков человека, когда он смотрит на лицо другого человека. И это очень наглядно помогает понять, куда мы смотрим, когда общаемся с другим человеком. Так вот, если уменьшить хотя бы на какие-то миллиметры, казалось бы, немного совсем, но это радикально меняет восприятие человеческого носа. Если чуть сузить спинку носа, немножечко сузить кончик носа, сделать его чуть более приподнятым, изящным, особенно если эта работа действительно качественно сделана, радикально меняет восприятие лица. Согласитесь, для молодой женщины, которая по профессии актриса, это стратегически важный момент. Вот меня, кстати, часто спрашивают, делала я пластику носа или не делала? Нет, не делала. Так получилось. Вообще нос – это доминанта на лице. Так устроено наше восприятие, что сначала мы смотрим на самые выдающиеся, самые выпуклые, самые такие большие объекты на лице. К ним относится, конечно, нос. Поэтому, когда нос большой, когда носик мясистый, когда носик такой выдающийся, безусловно, бывают пропорции лица, когда такой нос украшает. И если некоторых женщин прооперировать и убрать вот такой красивый еще нос, горбинка, мне страшно нравится, то лицо теряет свою индивидуальность. Но иногда, и часто, надо сказать, такое бывает, что если вот прекрасные представительницы южных народов, кавказских народов, весь Ближний Восток, на самом деле, когда нос, мужчинам его оставим, большой, красивый, мясистый нос, а девочкам, когда делают красивую ринопластику, моментально раскрывается вот эта красота лица, которая зависит от пропорций. И тут же становятся их прекрасные вот эти миндалевидные глаза еще больше, еще выразительнее. Моментально воспринимается зубной ряд по-другому. Тут же становятся пропорции лица совершенно другими. И у нас из такой обычной девочки получается какая-то расписная красавица. Поэтому я только поддерживаю на самом деле такое вмешательство. Второе вмешательство, которое мы знаем, что делала Деми Мур, это эндоскопическая подтяжка бровей. Что это за такая операция? Она, во-первых, маленькая операция. Это мини-вмешательство, которое делается при помощи двух маленьких проколов, двух маленьких доступов на лице. Это в области висков бывает в волосистой части головы и в области лба. Или один, или два доступа. Что мы можем сделать таким образом? Можем переместить всю верхнюю часть лица, весь массив, который относится к верхней трети лица, выше, когда не очень развита надбровная дуга, костная ее часть, то личико сползает, брови, веки, это все немножечко стекает навстречу гравитации. Эндоскопический лифтинг – это такая небольшая операция, которая не меняет радикально восприятие лица, как раз нет, а помогает гармонизировать ткани лица верхней трети и помогает сохранить как раз вот эту индивидуальность, сохранить восприятие лица человека таким, каким оно создано от природы. Это как раз
очень важный момент, когда кто-то не хочет меняться, кто-то не хочет выглядеть через годы, совсем по-другому. А это сохранение своего облика, поэтому тоже поддерживаем. Третье – это наши любимые ботулотоксины, ботулинотерапия. И название какое красивое – ботулинотерапия. Что мы можем делать при помощи ботулотоксинов, которых многие избегают? Кто-то говорит «никогда-никогда». Очень часто приводится в противопоставление, например, такая тоже прекрасная актриса Сара Джессика Паркер, которая его намеренно избегает и подчеркивает то, что она не будет его никогда колоть. В конце концов, это выбор каждого из нас, безусловно. Но что делает ботулинотерапия? Она помогает сгармонизировать, в принципе, важное. Это тонус разных групп мышц на нашем лице. Если мы посмотрим на тех людей, которые никогда в жизни себе ничего не кололи, мы увидим у них примерно одинаковое выражение лица в зрелом возрасте. Это 2 складки или 1 между бровей. Это морщины горизонтальные на лбу. Это морщины, которые, сжимая ротик, вот такой кисет нам создают. Это очень часто поперечный залом на переносице. И таким образом мы становимся примерно все одинаковые. И мужчина, и женщина в определенном возрасте. Ботулотоксин помогает снять вот этот избыточный тонус мышц, которые сжимают мышцы, кожу в центр лица. И таким образом мы получаем возможность сохранить свое собственное лицо через годы, через расстояние. Ботулинотерапия помогает расслабить мелкие мимические заломы, потому что все мышцы лица мимические. Почему вообще возможна мимика? Одним концом они крепятся к твердым тканям, к косточкам, а другим концом всегда вплетаются в кожу лица, и таким образом возможна мимика. Всевозможные тонкие, маленькие мимические движения, а для актеров, актрис это очень важно, потому что это способ их транслировать эмоции. Через камеру очень многие актеры избегают ботулинотерапии, но на самом деле бояться не нужно. У меня тоже есть пациенты, актеры, очень известные актеры из мира кино, из мира театра, и ботулинотерапия делается особенным образом, расслабляя вот эти мелкие-мелкие мимические морщинки, которые как раз позволяют сохранять вообще всю поверхность, скажем, лица в таком гладком виде. Это не меняет мимику, это не меняет способность транслировать ваши мысли и эмоции, как у актеров, например, или у людей, которые никакого отношения к актерству не имеют, но в жизни эмоциональной. Правда, что ботулотерапия может привести к ботулизму? Неправда. 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 Так как ботулотоксины применяются и в неврологии, и в детской практике, и в офтальмологии, и в урологии, и косметология тут тоже как часть медицины. Безусловно, это невозможно. Те случаи, которые вот там какое-то заражение случилось, давайте будем честны. Мы не знаем, где купили этот препарат, каким способом, кто его где произвел. Заразиться ботулизмом через препарат технически невозможно. И еще маленький нюанс тем, кто сильно страдает на эту тему. Там во флаконе, даже в самом-самом-самом крупнодозированном флаконе никогда не содержится та доза, через которую можно заразиться. 4. Контурная пластика и филлеры. Филлеры – это самая дискутабельная тема во всех разговорах про красоту. Что здесь прекрасного и что здесь интересного в работе с филлерами? Если говорить про лицо Деми Мур, мы знаем, что и про лицо каждого из нас на самом деле с возрастом у всех кожная часть верхней губы становится более длинной. Если мы возьмем 2 людей, юного человека, подростка и взрослого человека, скажем, 50+, мы увидим одно большое отличие. У всех абсолютно, подчеркиваю, и мужчины, и женщины, без разницы. Верхняя губа, ее кожная часть становится длинной, и она начинает при разговоре, при улыбке закрывать верхние зубы. Всегда. Для того, чтобы сократить вот эту кожную часть верхней губы, косметология прибегает к нескольким замечательным приемам. Один из них – это контурная пластика и работа с губами. Как это происходит? Берется филлер определенной плотности. Мы рассчитываем эту плотность относительно каждого человека. 2 одинаковых людей на свете не бывает. И специальным приемом, который достаточно неплохо изучен, на рынке применяется очень давно, уже точно совершенно больше 20 лет, мы сокращаем, разворачивая красную кайму губы, сокращаем кожную часть губы и воссоздавая колонны фильтрума. Это возврат к тем формам верхней губы, которые были в юности. Я подчеркну еще раз. Это не для того, чтобы сделать женщину-утку, увеличить вот так губы вперед или как-то сделать их толстыми, широкими или какими-то еще там
разговор абсолютно не об этом. Это возврат к тем формам, к тем объемам, которые были в юности. Куда девается объем верхней губы? Так как круговая мышца рта – это сфинктер, она всегда сжимает много-много-много раз в день губы, когда наступает время убыли жировой клетчатки, потому что красная кайма губы – это, если мы вовнутрь заглянем, увидим, что там есть клетчатка, жировая клетчатка. И когда она с возрастом у всех из нас, у худеньких, у полненьких, у людей с разной формой губ начинает в любом случае убывать, то сфинктер, мышца, она подворачивает эту губу еще больше. Поэтому люди, которые приходят, вот мы недавно записывали ролик о тихой красоте. Сейчас таких людей очень много, они приходят и говорят: можно мне сделать, как в юности, эти губы? Давайте ваши фотографии, какие вы в юности имели губы. Мы смотрим, оцениваем и воссоздаем максимально ту форму, которая была у человека в юности. Поэтому, когда Деми Мур в 62 года сохраняет вот эту прекрасную наполненность верхней губы, не вычурность, не какие-то сверхобъемы, а именно вот эту гармонию объема губ, клинически нормальную красную кайму губ, это выглядит красиво. Именно поэтому, вот так вот посмотрев на ее лицо, буквально невозможно сказать не специалисту, что там в ее губах есть какой-то филлер, потому что эта работа сделана прекрасно. 5. Это верхняя блефаропластика. Мы с вами можем предположить, что она была сделана. Почему? Потому что с возрастом облик людей меняется очень похожим образом. И если в 62 года мы возьмем лица обычных людей, всевозможных типажей, всевозможных этнических принадлежностей, и посмотрим, как меняются лица человека, то можем представить, что, скорее всего, веко верхняя Деми Мур подвисала бы сверху, как шторочка, и это было бы совершенно нормально. Когда вы видите, на самом деле, когда мои коллеги или кто-то еще там рассуждающие в интернете говорят: точно была такая-то операция, точно-приточно вот такая, давайте будем честны, да, никто из нас не может точно знать. Почему? Потому что есть врачебная тайна, есть тайна медицинской информации. Если вот Деми Мур сама не вышла куда-нибудь на сцену и не сказала: вы знаете, у меня блефаропластика была 2 недели назад, то точно никто из нас знать не может. Поэтому я предположу, что у нее была блефаропластика верхняя. Что дает блефаропластика? Блефаропластика или еще периорбитопластика – это такая замечательная операция, маленькая, которая не дает выпадения человека из привычного ритма жизни. Она довольно легко исполняется и, опять-таки, позволяет сохранить лицо человека таким, каким оно было много-много лет до момента птоза. Когда ткани начали опускаться, когда ткани начали терять свой тонус, и 20 лет назад не было, например, тех аппаратных методик, которые есть сейчас. Сейчас пациенты, на самом деле, еще 5 раз подумают, оперироваться им или нет, и косметология может здесь помочь. Но бывает так, что и косметологические процедуры в силу определенных причин не могут дать вот такое вот прям ясное, красивое верхнее веко, которое вот с такой красивой складочкой бывает от природы. И верхняя блефаропластика – чудесная операция, которая помогает сохранить открытый взгляд, распахнутый, который выглядит красиво с макияжем или без макияжа, в любом свете, в любое время дня и ночи. Может быть, ты куда-то перелетал, может быть, ты болел, может быть, еще что-то, но твой взгляд всегда остается открытым. Поэтому верхняя блефаропластика – чудесная операция, которая помогает сохранить красоту взора. У меня есть знакомый, она в 37 примерно, тоже делала блефаропластику. Вы просто сказали, что это делают только вот когда вот этот птоз, да, в возрасте, но ей было 37, у него всегда это было. Бывает птоз не только возрастной, но и птоз свой собственный, вот такой субъективный. Он так устроена анатомия человека. Иногда глазное яблочко не погружено до конца в орбиту так, как нам бы хотелось. Надбровные дуги тоже могут быть не так выражены, как нам бы хотелось. Да, понятно, что это очень красиво, но все бывает. И поэтому бывает так, что даже у очень юных людей просто даже и не то, что там отек какой-то или что-то. Нет, просто веко наплывает на реснички. Если это девочки, ну, конечно, хочется там реснички накрасить хотя бы. А это невозможно, потому что там при малейшем макияже это все размазывается, это очень некрасиво. И вообще меняет восприятие лица человека. Но лицо очень сильно помолодело. Конечно, потому что открытый взор
И наличие вот этой складки, почему, допустим, люди в Азии сейчас, Корея и прочие страны так страшно увлечены созданием такого открытого европейского глаза, они иссякают пикантус, это вот эта складочка, которая затягивает веко внутри. Это омолаживает лицо мгновенно. Вот тут же такой прием, который позволяет сделать лицо молодым. Мое предположение сводится к тому, что Деми Мур все-таки сделала эту операцию, блефаропластику, для того, чтобы сохранить вот этот юный взор, молодой распахнутый глазик. Шестое. Возвращаясь к фотографии, которая вызвала такой большой диссонанс, ажиотаж, все видели Деми Мур с такими странными запавшими щеками. Я знаю даже коллег, которые сказали: вот, Деми Мур удалила комки Биша, а потом она их вернула, и что-то там стало так, а потом по-другому. Давайте разбираться. Дело в том, что операция по удалению комков Биша – это хирургическая операция, которая подразумевает доступ не снаружи, а изнутри, из ротовой полости. И это операция по удалению жирового тела щеки, как мы его называем анатомически. Ужас в том, что вернуть назад нельзя. Поэтому если бы Деми Мур сделала, например, такую операцию, то спустя какое-то время мы бы не увидели ничего назад, никакого отката сделать невозможно, к сожалению, потому что операция это не имеет обратного хода, нельзя ничего вернуть. Что касается вот этой хайповой такой фотографии, она на самом деле замечательная. Несколько раз Деми Мур сама говорила, что это грим, что это такой сценический выход. Получилось у нее все-таки раскачать людей и вот такой на хайпе привлечь к себе внимание. Так что она молодец. Дорогие девочки, если вы решили удалить себе комки Биша, вас бесят вот эти прелестные круглые щечки, которые где-нибудь лет до 25 у вас будут сохраняться, не больше, не обманывайтесь, потому что когда нам всем исполняется 40-45 лет, ни у кого этих прелестных щек уже нет. И те операции, которые призваны удалять комок Биша, они, к сожалению, калечащие операции. Это сложная анатомическая структура, которая невозвратно удаляется, ампутируется из вашего лица. Вернуть назад ничего невозможно. Поэтому если вы даже придумали, что удалишь и там западет щека, западет не только щека, потому что сложное строение комка Биша, который имеет отростки свои, на которых он крепится, в область виска, в область глотки, в область уха, в область внутрь щеки и кожи, эта конструкция очень сложным образом удерживает все мягкие ткани лица на своем месте. И когда мы удаляем эту структуру, получаем не то, что вы подумали. Сначала щечки уменьшатся, а потом провалятся вместе с виском. Поэтому, если вы думаете удалить комки Биша, подумайте не 5 раз, а 25 и все-таки не делайте. В 45 лет они все равно пропадут. Седьмое. Деми Мур и ее роскошные, длинные, блестящие волосы. Мы ее со стрижкой видели только в начале 90-х, кажется, когда она снималась в фильме «Солдат Джейн». И всем она ужасно нравилась и с короткой стрижкой, и с длинными волосами. Но, заметьте, когда она стала взрослеть, она перестала стричь эти волосы, перестала их куда-то убирать, скажем так, потому что длинные волосы, ухоженные, гладкие, блестящие, густые, создают обязательно у взрослых женщин впечатление молодости, впечатление юности. Поэтому обратите внимание, Деми Мур не стрижет их коротко, а наоборот, за ними ухаживает. То есть по волосам очень просто предположить, что у Деми Мур, скорее всего, нет никаких проблем со здоровьем. Нет анемии, нет дефицита цинка, нет дефицита белка, и поэтому ее волосы растут, блестят и всех нас радуют. Чтобы сделать волосы еще более привлекательными, есть такой замечательный прием – это наращивание волос. Сейчас эта процедура физиологичная, она обратимая, можно нарастить волосы, можно снять капсулу, которая удерживает пряди волос, но для выхода в свет, для выхода например, на съемки или куда-то еще, конечно, украсить себя никто не запрещает. Правильно, что он это делает, очень красиво. В конце концов, это придает очарование еще больше ее же волосам. На здоровые волосы наращивание применяется, конечно, очень удачно. Во-первых, это совершенно незаметно. А во-вторых, на волосы плохие, которые склонны к истончению, обламыванию и поредению, никакое наращивание, в общем-то, не сделаешь. Давайте тоже об этом скажем. В чем секрет ее волос? Неоднократно Деми Мур говорила о том, что если она не занята в съемках, когда требуется особый подход к волосам, когда бывает грим, когда бывают агрессивные укладки какие-нибудь там,
разные конструкции на голове. В обычной жизни обычного человека она предпочитает ничего с ними не делать, кроме мытья и ухода. То есть не пользуется фенами, не пользуется агрессивными термическими процедурами, завивками и прочими вещами, которые могут ослабить волосы. Итак, что мы поняли? Что быть красивой, ухаживать за собой, обходиться какими-то небольшими вмешательствами, какой-то малой хирургии, хорошей качественной косметологии в любом возрасте поможет содержать свое тело и лицо в прелестном состоянии. И даже если вдруг, конечно, там не все мы Деми Мур, и у многих условия жизни какие-то другие, но давайте будем помнить, что все-таки красота каждой из нас в наших же руках, ну и в руках нашего косметолога.